Привет всем! Если вы собрались покупать GPS-трекер и хотите приобрести какую-то бюджетную модель, то лучше посмотрите это видео. Я расскажу про модель Synatrack ST900. Это одна из бюджетных моделей, которую стоит покупать. То есть, если будет дешевле, то лучше не берите. Вот по цене 9-10 долларов так стоит эта модель. Дешевле трекеры либо будут без GPS-модуля и работать приблизительно, показывать местоположение, либо будет иметь какое-то корявое приложение. То есть вы нормально пользоваться им не сможете. Вот эта модель уже будет работать четко. То есть здесь есть GPS-антенна, которая будет показывать точное местоположение. Там в пределах 5 метров может быть погрешность. Также здесь есть отличное приложение Synatrack Pro, которое будет показывать в реальном времени местоположение. И также вы можете историю передвижений посмотреть, там превышение скорости, геозону задать в приложении. То есть все функции полноценного дорогого трекера здесь есть, кроме блокировки двигателя. Ее здесь подключить нельзя. То уже нужно брать какую-то модель подороже. Но все функции, которые связаны с перемещением автомобиля, там превышением скорости, выезд за геозоны и история передвижения, здесь все это есть. Трекер выглядит в виде вот такой коробочки. Здесь есть GPS-антенна. Вот если тут заглянуть сбоку, вот она виднеется. То есть нужно располагать антенной вверх лучше всего. И не прятать GPS-трекер под металлические панели. То есть если под капот куда-то, либо в багажник, то лучше установить в салоне под торпедо под пластиком, либо где-то в стойке, либо в пороге. То есть если пластик закрывает, ничего страшного. Металл ухудшает прием GPS-сигнала, поэтому лучше под пластиком размещать. В комплекте идет жгут проводов. Здесь 3 провода. Где-то еще черненький. Вот. Черный минус, красный плюс. Подаем питание и трекер уже начинает работать. Сим-карту только не забудьте вставить. Оранжевый провод нужен для отображения зажигания. То есть он подключается к зажиганию и на карте видно, включено зажигание, либо нет. Когда зажигание выключено, машинка красным цветом обозначается. Когда зажигание включено, то есть сюда подается плюс, машинка отображается зеленым цветом. То есть видно, заведена она, либо нет. И предохранитель есть. То есть если какие-то неполадки с трекером, сгорит предохранитель, машина не сгорит. Для работы трекера нам понадобится сим-карта с интернетом. Вот у меня киевстаровская симка. Здесь есть интернет. Устанавливаем ее в лоток. Лоток закрыли. Готово. Теперь нужно подать питание. Питание подаем через провода. Либо в моем случае я просто подключаю через USB 5 вольт. Включаю. Вот загорелись светодиоды. Нужно трекер положить на открытое место, чтобы он поймал спутники. GSM-сеть он поймает в помещении. И также приложение мы скачиваем с Play Market или App Store. Synatrack Pro называется приложение. Здесь нам нужно будет ввести ID-номер пользователя. Он написан на корпусе трекера. Вот с обратной стороны. Здесь есть ID-номер. Я его вписываю. Пароль стандартный 1, 2, 3, 4, 5, 6. После покупки трекера лучше его заменить на свой собственный, чтобы никто не мог просматривать ваш трекер. Вот. Включился трекер онлайн, но он не показывает местоположение точно. Нужно выйти на улицу, либо на окно его положить, потому что спутники еще не пойманы. Сейчас я с ним проедусь, мне нужно будет съездить на почту, с ним проедусь и покажу, засниму, как он показывает местоположение и отображает эту всю информацию в приложении. Трекер я подключил к зарядке от телефона, обычная, которая в прикуриватель, он заработал. Спутники практически сразу поймались, где-то 30-40 секунд понадобилось, чтобы поймать спутники, хотя погода пасмурная, но в принципе спутники он поймал и работает. И на телефоне сразу вот отображается мое точное местоположение. Вот и сейчас я поеду, посмотрим, как оно рисует картинку в движении, как показывает трекер местоположение. Работает данная модель GPS-трекера. Ссылочку на нее оставляю в описании. Если заинтересовали другие модельки, у меня есть подборка разных моделей GPS-трекеров. Смотрите обзоры, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.